хоть помолился. Парирование и репост Darken Darker — это мощная механика, которая позволяет быстро зачистить монстров в PvE или же принести победу в PvP. Разговоров об этой механике много, а подробных гайдов я так и не встретил, потому решил разобраться в теме самостоятельно и поделиться с вами. Всем привет, меня зовут Алекс Дрейк, и сегодня мы разберем, что такое парирование и репост, как его делать, почему его считают ОП механикой и при чем тут флейта. Пользуетесь ли вы активно репостом или впервые об этом слышите, уверен, каждому видео будет полезно и, надеюсь, интересно. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте любимый напиток и погнали. Итак, термин парирования в Даркере применяется к определенному оружию, которое при успешном блокировании атаки позволяет стриггерить особую атаку, называемую репост. Репост, соответственно, это специальная атака, которая может быть активирована сразу после парирования. И на момент создания гайда есть три типа экипировки, которые позволяют парировать. Это длинный меч, с помощью него можно парировать и активировать репост комбо из двух атак. Щит-лампа также имеет две атаки через репост. И флейта. Да-да, я сам не ожидал. После парирования есть одна атака репостом. Но из этой тройки самый популярный сейчас это длинный меч. Все потому, что у него самый высокий урон от репоста. Как же делать парирование и репост? Механика проста. Ставим блок перед собой, по стандарту это правая кнопка мыши. Когда блок принял входящую атаку, появляется так называемое окно репоста. Это некоторое время после блока, когда вы можете нажать кнопку и активировать репост. По стандарту кнопка для активации репоста это правая кнопка мыши. То есть вы блокировали атаку и в момент блока нажали правую кнопку мыши и делаете репост комбо. Звучит просто? Да. Но демон кроется в деталях. Давайте их разбирать. Первая очевидная деталь – это механика постановки блока. Если парировать щитом в целом научиться несложно, то парирование длинным мечом имеет неочевидные нюансы из-за того, что блокировать надо лезвием, поставленным под углом. И под каждый удар нужно ставить блок по-разному. Для более подробного разбора у меня есть плейлист кратких гайдов на канале о том, как парировать различных существ Darken Darker длинным мечом. И если там еще не все существа и нюансы постановки блока разобраны, то скоро будут. Молвит, ведьмак собьет стрелу на лету. Байка, как и думал. Вторая менее очевидная деталь – это как определяется размер окна репоста, или, если проще, как определить, сколько у вас времени после парирования для репоста. Спойлер, он не одинаковый. На вики Даркера есть подробный разбор этих урмей, что вот у удара есть Impact Power, у блока Impact Resistance, далее по формуле идет вычисление. Но все сводится к простым фактам. Удар по блоку создает эффект ошеломления как для атакующего, так и для защитника. Если удар приходится по блоку, то можно заметить, что атакующий в зависимости от оружия останавливает свою атаку, или же она проходит, не нанося повреждений, а у защитника немного отклоняется блок. Это и есть эффект ошеломления. Так вот, эффект ошеломления блока есть окно репоста, потому чем сильнее удар пришелся по блоку, тем больше будет окно репоста. Например, у длинного меча сила блока равна 3. Если парировать волка, как я делал в одном из гайдов на канале, или кинжал, там сила удара 2 или меньше. Соответственно, такая атака отведет блок не сильно, и окно репоста очень мизерное. Если парировать циклопа, у его атак сила аж 7, соответственно, он ударит сильно по блоку, и окно репоста будет больше. У щита лампы, к примеру, сила блока 4, и окно репоста у него будет меньше, чем у длинного меча. Любопытный факт, у флейты сила блока такая же, как у меча. Самый очевидный класс для игры через репост — это воин, так как у него есть набор пассивных навыков, улучшающие парирование и репост. Эти навыки — это баррикада. Во время блока сильно повышает защиту. Это работает не только на щит, но и на любой блок. Я не буду, кстати, говорить точные цифры, так как, скорее всего, они могут измениться с обновлениями игры. С навыками лучше ознакомиться либо на вики, либо уже в самой игре, посмотрев на класс воина. Контратака ускоряет скорость репоста и скорость движения после блока. Полезно, чтобы догнать отступающего игрока и ударить репостом.
Мастерство щита позволяет быстрее двигаться в блоке и после парирования сильно ускоряет следующую атаку репоста, делая ее почти моментальной. Несмотря на название, навык действует и на длинный меч, и на флейту. Мастерство меча в целом усиливает урон от меча, ускоряет его и позволяет быстрее передвигаться в блоке. В отличие от предыдущего навыка, соответствует названию и действует только на мечи. Ну и минутка лирики. Репост, в частности длинного меча, как я заметил, считают нередко ОП-механикой, которую надо нерфить. Ведь что там надо, нажать дважды кнопку и ты победил. Но я не согласен с этим утверждением. Не потому, что я сам пользуюсь этой ОП-механикой, а потому что это навык, которым надо научиться владеть, как и любой скилл в Даркере, будь ты рогой, магом, варлоком. Чтобы, как говорится, рулить в бою, тебе надо освоить механику персонажа и его экипировки. Парирование — это не только про нажатие одной кнопки. Длинный меч имеет довольно специфический угол парирования, который надо успеть правильно поставить под удар, а также выдержать дистанцию. И даже если удалось все сделать правильно, можно и не парировать атаку, потому что сервер решил не синхронизировать фреймы и атака пройдет мимо. Потому я вижу парирование и репост как сложный навык, освоив который можно действительно быть эффективным. Но уж точно это не поломанная чрезвычайно сильная механика. Если вы не согласны с этим или если есть что добавить по видео, жду вашего мнения в комментариях, обязательно отвечу. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на новости и желаю успешных вам походов в подземелье.